сильно менялись, они как-то успокаивались, когда они добились, чего хотели. Были пару неудовлетворенных, но в основном все как-то вот на этом и останавливаются. То есть все, что было запланировано, было сделано. Для кого-то счастье в одиночку путешествовать, знакомиться с новыми людьми, для кого-то счастье пить шампанское на собственной яхте. Или вот, например, для меня, вот когда я рисую, для меня прям моменты счастья и наслаждения, потому что я ухожу в этот процесс с головой. Для кого-то сидеть, например, просто сидеть расслабленно долго на берегу, там втыкать куда-то в одно место и просто долго наблюдать за плаванием рыб, например. Или когда ты видишь, как твой ребенок похож на тебя или твоих родителей, и вдруг ты понимаешь, что вот она, сила рода, генов, которая переходит от поколения к поколению. И вот чувство счастья накрывает неожиданно, какой-то такой теплой волной, временами, внезапно, приятно, но оно не присутствует постоянно, вот как говорят люди некоторые. Вот я счастлива. Ну, нельзя сказать, что ты как бы все время счастлива, потому что вот это чувство, оно меняется, оно каждый раз разное. И что я еще хочу сказать? Планируйте свою жизнь в любой момент. Опять я с этим сталкиваюсь, поэтому поднимаю эту тему. Неважно, сколько вам лет. Вот ориентируясь в первую очередь на себя. Я всегда говорю, улучшить себя мы можем всегда, пока мы живы. И приоритеты личные надо учитывать. Это важно. Они не просто так есть у каждого свои. Они нам указывают путь к счастью, о котором вот вы и говорили выше. Нам стоит помнить, что самый невосполняемый ресурс у нас – это время. Поэтому развиваемся в любом возрасте, углубляйте знания в областях, которые вам интересны. Возможности приходят всегда, и они увеличатся автоматически, если вы имеете базу определенных знаний и опыта, чтобы воспользоваться вот этими возможностями. Развиваясь, мы растем и повышаем вибрации, и взбираемся как бы выше, чем находились раньше. А сверху, как известно, наша видимость расширяется. Мы видим дальше, больше и объемнее. Если вас что-то ограничивает, вот когда вы ставите себе цель, вот вы чувствуете, что где-то вам придется ограничить себя так, и вам неприятно от этого, то надо подумать сразу, а надо ли мне все это? Потому что язык тела, сигналы тела вам подскажут. Потому что мы живем жизнь, которую мы сами себе создали, задизайнерили, так сказать. И вот если тебе хорошо в твоей жизни, ты не будешь никому завидовать, ни на кого равняться, куда-то гнаться бесконечно. Я, когда вам что-то говорю, я ориентируюсь на конкретных людей, которых я знаю в жизни. Я люблю факты, вот поэтому я говорю на эти темы. Мало ли, может быть, знаете, кому-то пригодится. И я знаю даже, что пригодится кому-то однозначно. Реализовывайтесь. На возраст не смотрим. Действуйте в своем темпе. Труд, он растит духовно. Позволяет превратить вот ваше занятие в полнейший кайф. Неважно, чем вы занимаетесь. Рекорды, конечно, сразу скажу, для некоторых знаков зодиака, возвращаясь к напечатанному, очень важны. Вот есть такие вот, чтобы их прям видели и оценили другие. И чем больше народу, тем лучше. Есть такие вот конкретные знаки.